Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу стильную сумочку с фермуаром, которая сделает любой образ незабываемым. В этом видео я подробно рассказываю, показываю, как вяжется донышко, как перейти от вязания дна к стенкам. Вяжем красивый, воздушный, но при этом достаточно плотный узор. Далее привязываем фермуар. На всех этапах показываю, как соединяю ряды, как перехожу от одного ряда к другому. Укрепляем дно пластиковой канвой. Сумка каркасная, прекрасно держит форму, небольшого размера, но при этом вместительная. Все подробности оставляю в описании под этим роликом. Для вязания этого изделия мне потребуется один моток пряжи карамель. Это полиэфирный шнур. Его толщина заявлена как 5 мм. В мотке 200 метров. Вот такого мотка будет более чем достаточно. Также я использую фермуар. Мой фермуар 20 сантиметров. Но здесь я вам предлагаю ориентироваться на полупериметр фермуара. Здесь у меня полупериметр где-то 34 сантиметра. Эта мерка потребуется для того, чтобы вписать любой фермуар в сумочку необходимого размера. Также я использую набор крючков. Вязать буду крючком 5 мм. Потребуются маркеры, пластиковая игла, ножницы и сантиметровая лента. Все необходимые ссылки оставляю для вас в описании. Подписывайтесь на мой канал. Переходим к работе. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой. Подхватываю рабочую нить и формирую первую петлю. Мне потребуется цепочка из 10 воздушных петель. Готово. Теперь последнюю петлю пропускаю. Она уходит на петлю подъема в следующую заднюю перемычку, так, чтобы обе дужки кромочной косы остались по другую сторону. Провязываю столбик без накида. И так далее в каждую следующую заднюю перемычку столбик без накида. Получается 9 столбиков до конца ряда. На этом этапе размер моей заготовки 9 столбиков в ряд 8 сантиметров. В конце каждого ряда провязываю петлю подъема, переворачиваю вязание. И здесь сейчас ввязываю в полотно край начала. Петлю подъема пропускаю, вставляю крючок в следующую точку за обе дужки и провязываю столбик без накида. И так далее до конца ряда. Подхватываю обе дужки кромочной косы и провязываю столбик. В конце каждого ряда петля подъема. Снова переворачиваю вязание и следующий ряд за обе дужки кромочной косы. Так ряд за рядом, поворотными рядами. Конечно же, на этом этапе от размера вашего донышка будет зависеть размер вашей сумки. Сделать побольше, пошире и, соответственно, подлинней может получиться пляжное изделие. Я вяжу городскую малышку. Поэтому, если ориентируетесь на мои расчеты, сумочка получится миниатюрной, но очень вместительной. У меня провязано 30 рядов, что соответствует 28 сантиметрам. По короткой стороне 8 сантиметров. По этим размерам я уже приготовила канву. Срезала угловые точки для того, чтобы они не выпирали сквозь полотно. Теперь я перехожу на крючок 3,5 мм. Подхватываю и вязание, и канву вместе, совмещаю их. В эту точку был провязан последний столбик ряда. Провязываю воздушную петлю. Провязываю достаточно свободно, так как крючок меньшего размера, чем мне нужно. Далее накид. Возвращаюсь в эту точку. Подхватываю ячейку канвы и провязываю столбик с одним накидом. Далее столбики с одним накидом буду провязывать пучками. Накид в эту же самую точку
вывожу нить и провязываю столбик, но не до самого конца. На крючке остаются 2 петли. Снова накид, в эту же точку вывожу нить, провязываю столбик, но не до самого конца. Сейчас на крючке у меня 3 столбика с одним накидом, провязываю их вместе. И еще одна воздушная. Готово. Пучок из 3 столбиков, как первый фрагмент узора. Теперь накид. Следующая точка у меня соответствует этой точке. То есть я пропускаю один ряд и вставлять крючок буду сюда. Соответственно, подхватываю необходимую точку по канве. Провязываю столбик не до конца. Далее снова накид. Столбик не до конца. Накид. В эту же самую точку 3 столбик не до конца. Сейчас у меня на крючке 3 столбика и петля от предыдущего столбика. Их провязываю все вместе и закрепляю воздушный. Следующий фрагмент узора готов. Вот такими пучками из 3 столбиков с одним накидом я и буду вязать. Двигаюсь от точки к точке до этого угла. Соответственно, снова накид, нахожу соответственную точку, прохожу и провязываю в эту точку 3 столбика с одним накидом, которые далее объединяю в пучок. Снова 3 столбика и петля от прошлого пучка провязываются вместе и закрепляю воздушный. Направляю стенки вверх и продолжаю. Следующая точка, последняя перед поворотом. Провязываю в нее точно такой же пучок. Первый столбик, второй, третий, объединяю все вместе и закрепляю воздушной. Далее направляю так канву и полотно для того, чтобы было удобно перейти на другую сторону. Снова накид. В первую кромочную косу вставляю крючок за обе дужки. Здесь получаются пучки очень рядом и подхватываю ячейку канвы. Первый столбик сюда же, второй сюда же, третий. Объединяю их вместе и закрепляю воздушной. Я перешла на короткую сторону. Здесь по полотну между пучками я буду пропускать по 2 точки. На третью провязывать новый пучок. Накид, первая, вторая, в третью вставляю крючок, подхватываю канву, первый столбик, сюда же второй, сюда же третий. Провязываю пучки вместе и воздушная. Готово. Далее то же самое. Первая, вторая, в третью точку вставляю крючок, еще один пучок из 3 столбиков с одним накидом. Вместе и воздушная. По короткой стороне донышка у меня поместилось 3 пучка по 3 столбика. Если отсчитать по основанию еще 2 точки, я оказываюсь в угловой точке, поэтому нахожу по противоположной стороне точку, в которой были провязаны последние 3 столбика по длинной стороне донышка. Она здесь, ровно в эту точку, она противоположна, провязываю еще 3 столбика, объединяя их в пучок. Второй,
и третий. Вместе и воздушная петля. Направляю стенки вверх, и таким образом я оказалась на противоположной длинной стороне дна. Тут по аналогии и завершается ряд в этой точке. По аналогии отслеживаю. Здесь выходит пучок, значит, с этой стороны ровно в противоположную точку вставляю крючок для вывязывания нового пучка. Не забываю подхватить канву. По этой короткой стороне, соответственно, тоже 3 пучка. 1, 2, 3. Следующие 2 петли и уже первый пучок этого ряда. Делаю соединение. Получается 36 пучков в ряд. Вставляю крючок в первую кромочную косу первого пучка и увожу петлю наизнанку. Вытягиваю ее достаточного размера. Для того, чтобы в эту петлю поместился моток пряжи, продеваю его туда, тяну нить, возвращая петле исходный размер. Таким образом смыкается ряд очень аккуратно и незаметно. Готово. Если придется распускать, на каждом ряду придется растягивать петлю и вынимать моток. Если вы новичок, не уверены в правильности вязания, выберите другой способ соединения рядов. Их масса. Теперь перехожу на следующий ряд. Начинается ряд с расстояния между пучками прошлого ряда. Рабочая нить выходит из расстояния между первым и последним пучком. Делаю с ее помощью накид на крючок, ввожу крючок в окошко и провязываю. Это основание столбика с одним накидом. Провязываю воздушную и накид еще 2 столбика в это окошко. Не довязываю столбики до конца. У меня должно быть 3 петли на крючке. Обращаю ваше внимание, я вернулась к крючку номер 5. Провязываю 3 столбика вместе. Готово. Воздушная. Следующее окошко – это расстояние между следующими пучками прошлого ряда. В эту точку я и вставляю крючок. Накид, первый столбик, накид, второй столбик в эту же точку, накид, третий столбик в эту же точку. 3 столбика и петля прошлого пучка. Провязываю их вместе. Воздушная. Так продолжаю по аналогии. В каждое окошко между пучками провязываю новый пучок. Получается шахматный порядок узора. Последний пучок ряда провязываю воздушную, вытягиваю петлю с хорошим запасом. Увожу петлю наизнанку, нахожу первую кромочную точку и в эту петлю продеваю моток пряжи, подтягиваю нить. Соединение готово. В эту же точку и начинаю вязание. Накид, в окошко, основание столбика, воздушная, далее еще 2 столбика в это же окошко. Так вяжу ряд за рядом. Соединение делаю по аналогии. У меня провязано 9 рядов по узору. Глубина изделия на этом этапе 17 сантиметров до линии дна. Я приготовила свой фермуар. Обращаю ваше внимание, что полупериметр фермуара
должен соответствовать по размерам полупериметру моего изделия по верхней части. 34 по фермуару и столько же по сумочке. Подгоняете изделие под фермуар или фермуар под изделие, уже исходя из ваших обстоятельств. Здесь я наметила равноудаленные точки. Они соответствуют центру боковой части и должны совпасть с изгибом по фермуару. Соединила ряды точно так же, как и соединяла из ряда в ряд. И остаток нити около 3,5 метров вдела в иглу. Здесь я прикладываю фермуар, стыкую намеченную точку с изгибом и буду проводить стежками туда-обратно, подхватывая кромочные косы. Обращаю ваше внимание, чтобы фермуар полностью скрылся под нитью, нужно будет ввести по 2 раза в каждую кромочную косу. Аккуратно протягиваю, поправляю нить, нить плоская, чтобы она аккуратно, без перекрутов, обвивала фермуар. Здесь еще раз. В эту же точку по 2 раза в одну кромочную косу захожу иглой. И здесь теперь еще один стежок мимо полотна сумки, просто вокруг фермуара. Получается, каждой кромочной косе будет соответствовать 3 стежка. 2 в нее заходят и 1 мимо. Плотненько двигаю. И продолжаю. Следующая кромочная коса, 2 стежка в нее и 1 мимо. Также я приготовила клей-момент. В этих точках необходимо будет нить подхватить, чтобы она была зафиксирована и не ездила по фермуару. Продолжаю стежок за стежком, прикрепляю фермуар к основанию сумки. Я дошла до точки, которая маркирована. В нее иглу вставлять не буду. Она останется ровно под сгибом. Здесь аккуратно провожу нитью, фиксирую ее и вставляю иглу в следующую точку. Напоминаю, в каждую кромочную косу, вот эта точка, я вставляю иглу 2 раза. Это был первый. Аккуратно фиксирую 2-й раз в эту же точку. 3-й раз мимо полотна сумки, только вокруг фермуара. И так далее, стежок за стежком. Контролирую, чтобы, соответственно, намеченные точки у меня совпали. Здесь у меня закончился запас нити. Я подклеила и окончание, и начало нового отрезка. Точно так же взяла около 3,5 метров и продолжаю делать то же самое. Предварительно прячу кончики в полотно изделия. Сумка получилась очень стильная и лаконичная, прекрасно держит форму за счет укрепленного дна. Размеры изделия 28-29 сантиметров на 9 сантиметров по короткой стороне донышка, глубина изделия 17 сантиметров, ширина 30 сантиметров. Очень вместительная и функциональная. Я добавила плечевой ремень в цвете горький шоколад. Очень контрастно и классно смотрится. Можно было добавить подкладку до вшивания к фермуару, но я буду использовать вставной органайзер, поэтому изделие без подкладки. Все необходимые ссылки оставляю для вас в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересных видео. Всем пока!